Здорово, YouTube! 2 апреля состоялся официальный старт продаж фитнес-трекера Mi Band 6. Ожиданий вокруг новой модели нагнали достаточно, но оправдались ли эти ожидания? Будем адекватно смотреть на новинку и попытаемся понять, есть ли смысл брать ее вообще. Поехали! Коробка выполнена в минималистичной черной расцветке, она просто обычная. В комплект поставки традиционно входит сам фитнес-браслет с ремешком, инструкция и магнитное зарядное устройство. Все стандартно и приятно. Сразу забегу наперед и скажу, что есть версии с NFC и без него, но, к сожалению, функция NFC пока не работает в наших странах. Основное изменение – это экран. Диагональ увеличилась с 1,1 дюйма и 291 ppi до 1,56 и 326 ppi. Примерно на 50% больше информации помещается на дисплей. Рамки вокруг есть, но зато нет огромного подбородка внизу, как и сенсорной кнопки. Управление теперь свайпами. Надо привыкать. Матрица AMOLED с максимальной яркостью 450 нит. Разрешение 152 на 486 пикселей против 126 на 294, если сравнивать с Mi Band 5. Экран прикрыт закаленным 2,5D стеклом, имеет скругленные края, приятное антибликовое покрытие, но это не Gorilla Glass. Качество изображения стало четче. По габаритам и весам новинка идентична своему предшественнику. На обратной стороне располагается пульсометр и гнездо для магнитной зарядки. Оно тоже перекочевало из прошлой версии. Согласитесь, это намного практичнее, чем вставлять кабель в разъем. Корпус защищен от влаги на 5 атмосфер. Можно погружать часы без последствий на глубину до 50 метров. В новой версии ремешка есть выступающие элементы для надежности крепления и более простого извлечения. Это единственное отличие. Всего доступно 8 расцветок ремешков, и сюда также подойдут ремешки с прошлого поколения Mi Band. Что касаемо удобства, тут все хорошо. Вы не почувствуете дискомфорта при ношении, ремешок удобный, хоть и не самый мягкий из всех, что приходилось держать в руках. По функциональной части главное – датчик замера кислорода в крови. Для такого доступного гаджета это вау. Но не особо-то радуйтесь. Его точность не всегда верна и по средним показателям разнится в пару процентов, что для замера кислорода в крови довольно большая погрешность. Интересно также наблюдать, как Mi Band 6 распознает стресс и предлагает воспользоваться режимом дыхания для восстановления состояния. Этот помощник может определить, едет ли хозяин на велосипеде или бежит. При этом браслет предложит соответствующий вид тренировок. Также фишкой 6-го бенда можно назвать работу с женским календарем, то есть отслеживает менструальный цикл, фиксирует длительность и даже настроение. В остальном Mi Band 6 практически не отличается от предшественников. Есть датчик для отслеживания сердечных сокращений, функции мониторинга качества сна, трехосевой гироскоп и трехосевой акселерометр. Доступно более 30 видов активностей, и 19 из них новые. В целом, система работает намного быстрее. Не последнюю роль в этом сыграло увеличение памяти. Вместо 512 килобайт плюс 16 мегабайт у предшественника, новый Mi Band оснащен памятью 2 мегабайта плюс 32 мегабайта. За связь со смартфонами на iOS и Android отвечает Bluetooth 5.0. Для того, чтобы полноценно пользоваться фитнес-трекером от Xiaomi, необходимо установить приложение Mi Fit или Mi Wear. Они доступны в Play Market или App Store. Если описать эти приложения коротко, то Mi Wear более красивая и эстетическая на вид, но еще сыровато, а Mi Fit более удобная и практичная. Свайпами влево и вправо листаются карточки быстрого доступа. Например, ассистент, проездной, карта для оплаты или управление плеером. Все их можно настроить в приложении или убрать лишнее. Прямо со смартфона можно выбрать среди огромного множества разных обложек для циферблата, которые непосредственно находятся в самом устройстве. В магазине же доступно еще 130 новых циферблатов, включая анимешные. Также можно сделать циферблат со своим фото. В настройках есть раздел «Дополнительно», где можно настроить управление камерой на подключенном смартфоне, секундомер, таймер и раздел «Найти устройство», которое позволяет определить местоположение подключенного телефона. Емкость аккумулятора без изменений 125 мАч. Заряжается не более чем за 1,5 часа. Заявленные 14 дней работы Mi Band 6 выдерживают только без использования дополнительных функций. Автономность в целом немного пострадала за счет увеличения размеров дисплея и дополнительного датчика кислорода. На практике активным пользователям придется подзарядить аккумулятор после недели пользования, а может и меньше. Справедливости ради стоит упомянуть, что разъем для зарядки идентичен прошлой версии, поэтому можно использовать зарядку от старых часов.
Вот теперь точно можно обновляться. И в первую очередь из-за размеров экрана. Понятное дело, что фото вы там смотреть не будете. Но теперь помещается больше информации, что лишним не будет. Но если вы задумываетесь о покупке часов в принципе, это довольно хороший вариант, учитывая то, насколько он универсален. Цена отличается от прошлой версии почти в 2 раза. И если продать старую версию, то покупка новой уже вовсе не такое уж хлопотное дельце. Или за эту же стоимость можете приобрести Xiaomi Mi Watch Lite. Где-то здесь появится ссылка, обзор на них я делал ранее. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Увидимся в следующем видео.